Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре синтезатор рабочая станция от компании Medley AKX10. Это больше, чем просто самоиграйка. Это настоящий профессиональный аранжировочный инструмент, станция, workstation. И в чем его преимущество? Это, конечно, качественное звучание тембров и огромное количество тембров. Их здесь 110, полный набор General MIDI, 256 голосов и 500 пользовательских пресетов. То есть все, что вы измените, создадите, обработаете, вы также можете сохранять и использовать во время живой игры, либо создания ваших персональных каких-то треков. Помимо этого, 80 предустановленных песен и 1000 ваших пользовательских песен. Это действительно очень много. Интуитивно понятный и удобный секвенсор на 516 трековых песен. И очень-очень удобное управление этим синтезатором. Во-первых, обратите внимание на количество разных функций. Это 3 разновидности интро, 3 также концовки, сбивки, 4 варианта развития самой аранжировки. И тут также есть автофил, например, fade in или out, то есть плавный вход аккомпанемента, и также отход, да, скажем так, отдельная кнопка на сбивку, синхронный старт, стоп, то есть действительно профессиональная вещь. Также есть фразовые пэды, которые управляются левой рукой и меняют также аккорды, и они причем в разных стилях, и все очень качественные. Огромное количество пользовательских банков, что тоже удобно при любой работе, и студийной, и живой. Также микшер, что дает возможность подстраивать все ваши сигналы и автоаккомпанемента, и между собой инструментов, и также входных устройств, например, микрофона. Также здесь есть Bluetooth, и вы можете, например, какой-то подклад использовать через Bluetooth и USB. Также есть на борту аудиоинтерфейс, и вы можете записывать в режиме 16:44, либо прямо MP3. И также вы можете записывать прямо на USB ваши произведения и воспроизводить даже в WAV-формате какие-то уже готовые плейбеки. Ну и, конечно же, сердце этого инструмента — это 7-дюймовый огромный сенсорный цветной дисплей. Он очень удобный в использовании. Здесь множество разных параметров, которые, на самом деле, действительно очень понятны. Например, мы берем одну из партий, которых 4, и вы можете между собой их компоновать, то есть наслаивать одну на другую. Например, нужно что-то сменить, мы видим сразу подкатегории, выбираем из имеющихся, листаем закладки, видите, как много здесь разных тембров, это все легко меняется. Нужно выбрать стиль, мы нажимаем кнопку «Стиль», также переключаемся в подкатегориях, выбираем нужное, заходим в микшерную консоль, мы можем управлять различными параметрами либо прямо на дисплее, как будто бы вы на планшете управляете этим. Вот, как я и говорил, аудио, которое идет с Bluetooth, аудио через USB, аудио через джек и микрофонный вход, и все это тоже управляется через дисплей либо колесом. Также вот, например, функция Shortcut, я ее нажимаю и просто сейчас дерну за джойстик, и я сразу попадаю в настройки этого джойстика, что тоже очень круто. Я могу быстро выбрать нужный параметр, сменить его, вернуться в глобальные настройки, например, зайти в эффекты, и я тут же попадаю в раздел инсертов, что удобно, либо компрессора, настраиваю так, как мне это нужно, выхожу снова в стиль и продолжаю поиск нужного мне либо инструмента, либо стиля. Это действительно очень круто. Послушаем звук немецкого рояля.
Мы говорили о том, что здесь очень много настроек автоаккомпанемента. Итак, здесь действительно 3 вступления, 3 концовки. Вот начнем с этого. Первое — это всегда самое длинное вступление и также концовка. Второе — это что-то среднее. И третье — самое коротенькое. И начнем с обратного. То есть самое короткое вступление. Вот так вот коротко. Бывают такие моменты, когда именно так нужно. Теперь среднее по длине вступление. И самое длинное первое вступление. Помимо этого, вы можете нажать клавишу Fade In и сделать плавное вступление. Теперь давайте послушаем варианты концовок и также начнем с самой короткой. То есть просто точка и плавный фейд. Средний вариант. И самый длинный вариант концовки. Четыре варианта развития аранжировки. Это мы будем смотреть в процессе. И, кстати, да, фейд-аут также можно сделать. Итак, давайте включим. И сейчас в процессе нажмем кнопку фейд-аут. Очень удобно. Помимо этого, фразовые секвенции вы также можете использовать в аккордной последовательности. И здесь тоже огромное количество вариантов этих секвенций. То есть мы сейчас слышали пианинные проигрыши. Мы можем выбрать, например, вот что-то клубное. Итак, это, например, барабанные ритмы. Возьмем электростеп. Или, например, какие-то скрипичные. Или пусть это будет, например, гитарные проигрыши, например, фанк. И вы можете добавлять к основной аранжировке еще 4 фразовых пэда в разных стилях, так как вам это нужно. Итак, давайте попробуем вернуться к нашей аранжировке и немножечко поиграть. Поехали!
Вы могли обратить внимание, что по ходу развития аранжировки я менял звуки. У меня звучало пианино, орган и электрогитара. Я использовал вот такую функцию Part On-Off. Эти партии можно включить все в раз. Для многослойного звука, либо использовать для переключения, чтобы у вас внутри одного патча была возможность быстро менять нужный вам звук в нужной вам настройке. И помимо этого еще и регулировать это все по громкости. Записать это все в Performance Bank, и получается какие-то безграничные возможности для живой игры. Итак, как происходит выбор звуков? Мы нажимаем кнопку R1, это основная партия, пианино. Например, нам нужно электропианино. Мы выбираем сразу раздел, либо мы, кстати, можем прямо на дисплее выбирать нужный нам раздел, либо, если удобно, нажимать прямо кнопку на дисплее, вот электропианино, да. Выбираем, например, первый попавшийся Vintage электропиано. Можно послушать классик пиано. Вообще здесь много классных звуков. Стандартное электрофано. Итак, R1 у нас выбран. Выключаем эту партию, и звука нету, что тоже иногда очень нужно. Быстро выключить источник звука. Нажимаем кнопку R2 и выбираем, например, раздел подклада. Здесь у нас лиды основные и подкладные звуки. Итак, листаем, выбираем, например, вот такой пэд. Теперь я могу смешать два этих звука. Вот эти клавиши R1 и R2 горят красным. Это значит, два инструмента звучат в раз. Теперь выберем еще один инструмент. Пусть это будут струнные. Кстати, давайте заодно послушаем какие-то варианты струнных. Классные скрипки. Пусть останутся вот такие струнные. И также у нас есть еще партия левой руки. И пусть это будет, например, акустический бас. Итак, что у нас получается? Мы включаем сразу три звука, и разделение автоматически на левую руку с акустическим басом. Но мы слышим, что подкладные инструменты звучат очень резко. Нажимаем Mixer консоль, выбираем, да, основной звук у нас будет на максимуме. Например, остальные звуки мы делаем заведомо тише, а бас подтягиваем до уровня основного звука. Теперь выберем какой-нибудь аккомпанемент. Ну, пусть это будет какая-нибудь
баллада, например, Love Ballad. И будем использовать не весь аккомпанемент, а только барабаны. А в процессе также будем добавлять нужные нам звуки. То есть сейчас они все включены, на микшере убрана громкость других тембров, и в процессе я буду добавлять либо убавлять нужные партии. А теперь давайте проверим работу микрофона с этим инструментом. Я подключил через вот такой провод XLR и mono-джек в разъем mic-in. И вот уже вижу индикацию красным светом о том, что микрофон включен, то есть идет какой-то сигнал. Захожу в глобальные настройки, Global Setting, и выбираю микрофонные настройки. Сейчас у меня сигнал микрофона просто выключен. Я нажимаю на вот эту галочку. Раз, два, три. И слышу, что микрофон включен. Обычный чистый сигнал звука. И здесь я вижу, что есть компрессор. Также есть двухполосный эквалайзер. И это очень удобно. Также есть, например, сразу реверберация и хорус. Помимо этого, есть разные настройки эффектов. И вообще сейчас стоит настройка Talk. То есть обычная разговорная речь. Мы нажимаем на Mode и выбираем вокал. Выключаем эффект. Вы сразу услышали ревер. Вот сейчас тоже небольшой хвостик. Убираем его. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, мы можем выбрать несколько настроек. Мастер ревер на микрофон. Раз, два, три. Раз, два. Включаем эффект и заходим в папку эффектов. Помимо классического ревера есть также, например, варианты делея, эхо, панорамного делея. Раз, два, три. И различные хорусы, которые звучат как, например, классический хорус. Вы слышите небольшое искажение звука. Также его можно утрировать для того, чтобы у вас был какой-то такой обработанный эффект типа вокодера. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, классические настройки хоруса. Также, например, ротори эффект. Раз, два, три. И фленджер. Раз, два, три, четыре, пять.
Фленджер тоже в крайней степени будет звучать как роботизированный такой вокодер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Одним словом, очень качественные обработки, и круто, что есть отдельная настройка, и на консоли вы также можете управлять громкостью. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И вам не нужно отдельного микшера для того, чтобы добавить сюда, например, какую-то минусовку, голос и еще дополнительное устройство. Ну, пусть на планшете будет еще один синтезатор, например, в программе GarageBand, который также подключается по Bluetooth, и на него есть также отдельная громкость. Это здорово. В этом инструменте есть возможность на ходу изменять до неузнаваемости ваш звук с помощью вот таких регуляторов, которых основные функции назначены на атаку, дикей, релиз, либо следующая раскладка панорама, реверберация хорус, и еще одна — это фильтр, котов, резонанс и основная громкость. Итак, возьмем вот такой плаг синт. Итак, выведем на максимум атаку и добавим релиза. И мы получим Sign Pad. Вернем все обратно, уберем атаку наоборот максимально и оставим немножко дикея. И мы получаем снова отрывистый плаг синт. Также есть назначаемые различные функции. Кстати, чтобы их назначить быстро, мы нажимаем Short, трогаем один из контроллеров и выбираем нужный нам параметр. Например, это может быть что-то модуляционное. Давайте зайдем. Резонанс, атака, дикей. Пусть это будет огибающее, к примеру. Либо можно управлять различными параметрами арпеджиатора, микрофона и так далее. Давайте послушаем, как работает фильтр. Ну, классическая работа фильтра котов. Также реверберация. И панорама. В чем преимущество использования Memory Performance банков? В том, что вы можете выстроить всю вашу программу и переключаться между программой очень быстро. Причем вы можете выбрать нужный вам стиль в нужном темпе, в нужной раскладке именно выбранной вами интро, то есть это будет короткое интро, среднее, длинное. Будет ли там синхронный старт или синхронный стоп, или в ожидании, может быть фразовый пэд, сколько инструментов будет звучать, нужная транспозиция, настройка микрофона, включен он или выключен, нужный эффект. В общем, все эти настройки вы подготавливаете, просто несколькими движениями, нажимая на кнопку Store и выбирая нужный банк, сохраняете, и в живом времени играете вашу концертную площадку, легко переключаясь. Давайте просто посмотрим предустановленные перформанс-банки, просто 4 штучки, посмотрим, действительно ли это так легко переключается.
очень удобно. На этом инструменте вы можете записывать в разных вариантах ваше произведение. Во-первых, вы можете записывать прямо на флешку. Также вы можете записывать его через аудиоинтерфейс, то есть включив по USB, подключив к компьютеру, этот инструмент будет работать как аудиоинтерфейс, и все звуки, автоаккомпанементы вы можете записывать в программу, а потом там редактировать. Либо используя внутренний секвенсор, и здесь 16 дорожек, и выглядит это так. Мы выбираем одну из дорожек, это R1, выбираем, точнее, нужный нам звук. Пусть это будет вот такое электропианино. Итак, начинаем запись. Включаем метроном и поехали. Стоп. И он сразу предлагает нам записать, как-то назвать нашу пользовательскую песню. Мы просто выбираем Rec 01, также можно любое название выбрать и записать. То есть после каждой записанной партии вам предлагают как бы сохраниться. Итак, давайте запишем, например, барабаны. Выберем какую-нибудь, например, вот такую установку. Пусть это будет Roomset. Переходим обратно в Song и начинаем запись. Снова сохраняемся. Также давайте подпишем hi-hat. Или лучше ride. И так, выберем для этого еще одни барабаны. Пусть это будут вот такие барабаны. Возвращаемся снова в режим Song. И записываем партию. Каждый раз я выбираю одну и ту же композицию, он меня спрашивает переписать, да, и она как бы дополняется. Естественно, я все это наиграл очень криво. Здесь есть квантайзер, мы выбираем нужные нам доли, пусть это будет 16-е, и отквантизируем каждую из партий. Play. Все это редактируется и сохраняется, опять же таки, внутри памяти и экспортируется уже либо через USB, либо через флешку, что очень удобно. Так, до 16 треков и, как я говорил, их 500 ячеек для сохранения ваших песен. В заключение этого ролика хочу сказать, что это действительно мощный аранжировщик. Звуки качественные, стили очень свежие, тоже очень много модных, классных стилей. Он очень интуитивно понятный, удобный за счет вот этого прекрасного дисплея. И очень хочется отметить его мощную акустическую систему. Это, наверное, одна из первых вот таких вот аранжировочных станций, которые, на мой взгляд, звучат очень жирно.
За счет фазоинверторов, которые вот расположены прямо здесь с торца и дуют на вас, вы слышите такой прямо мощный бас. И, ну, конечно же, сам дизайн инструмента выглядит достаточно дорого. Все горит таким зелененьким светом. Вот здесь с боков тоже такая приятная зеленая подсветка. И вообще просто классный инструмент. Есть выходы, различные способы коммутации и без проводов тоже, что тоже здорово. Если это видео было для вас полезным, понравилось вам, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока. Про подсветку ты говорил? Про подсветку? Да корпус светится весь. Да, Сбоку. не говорил. По бокам, Нет. смотри. Да ладно. Снизу, вот здесь, когда ты играешь, вот тут. А может вот так сделать, и тут будет видно? Не, подсъем будем делать. Окей. В темноте, да? В темноте. Конечно. Углерода тут.